Это были статус-кво со своей знаменитой композицией «In the Army Now», «Теперь ты в армии». Ну а нашу программу продолжает выдающийся музыкант, которого одни предпочитают называть неистовым ирландцем, другие – лучшим блюзовым гитаристом, третий – последним оставшимся героем гитары, ну а сам он предпочитает величать себя гитарист, поэт, певец, продюсер и нахал. Думаю, что, несмотря на такое обилие титулов, вы уже догадались, что речь идет о великолепном блюзовом гитаристе Гэри Муре. Роберт Уильям Гэри Мур родился 4 апреля 1954 года в ирландском городе Белфасте. Его отец руководил одной из местных музыкальных групп, и поэтому Гэри приобщился к музыке довольно рано. Еще в подростковом возрасте, по настоянию отца, будущий король блюзовой гитары принимал участие в выступлениях этой группы. Но тогда ему приходилось играть на фортепиано. Однако не прошло и года, как Гэри опостылило это занятие. Причина была в том, что приходилось регулярно заниматься музыкальной грамотой. А говоря словами самого Гэри, разбирать ноты с листа партитуры – это очень и очень нудное занятие. Но это вовсе не означало, что он совсем забросил заниматься музыкой. В рекордно короткие сроки Гэри Мур в совершенстве овладел гитарной техникой. И в 16-летнем возрасте он создал свою собственную группу, где стал делать все, что ему хотелось. Впоследствии Гэри Мур работал во многих известных коллективах. И в группе Skid Row, тезки ныне суперпопулярной американской хард-рок команды, о которой мы только что с вами говорили, и в команде Thin Lizzy. Кроме того, он сотрудничал с такими известными музыкантами, как Пол Маккартни и Ян Пейс из Deep Purple, но все же лучшие свои вещи Гэри Мур создал, работая сольно. На сегодняшний день на счету Гэри Мура более 2 десятков великолепных альбомов и огромнейшее число сольных самостоятельных концертных выступлений. Надо сказать, что по части живых выступлений Гэри Мур не знает себе равных. Это не пустые слова. На концертах он выкладывается на все 100. И дело здесь не только и не столько в великолепной технике и профессионализме, а ведь одновременно играть и петь так, как это делает Гэри Мур, очень-очень сложно. Дело в том, что он просто заражает весь зал собой. Он заставляет их приходить в состояние фантастического экстаза от всего, что они видят и слышат. И удается ему это, прежде всего потому, что, попадая на сцену, он сам, точно маленький ребенок, приходит в состояние необъяснимого блаженства, исступленной радости, творчества и импровизации. Многие зачастую несколько презрительно отзываются о творчестве Гэри Мура, заявляя, что его музыку трудно назвать блюзом, потому что это чистая коммерция. Но давайте вспомним общеизвестную истину, которая гласит, что музыка делится только на 2 категории – хорошую и плохую. И тогда все станет на свои места. Ведь прослушав композицию Гэри Мура «Still Got the Blues», все еще играю блюз, вряд ли кто-нибудь скажет, что его музыка принадлежит ко 2 категории.